Через Ормузский пролив прошли первые танкеры. Рынок уже отреагировал, и нефть подешевела на $4. Дональд Трамп прилетел во Францию, уже встретился с Эммануэлем Макроном. Задача европейских лидеров не из простых – удержать американского президента на саммите и не дать сбежать, как в прошлом году. Несмотря на договоренности, армия Израиля пока что не будет выходить из занятых территорий на юге Ливана. Беньямин Нетаньяху заявил, борьба еще не окончена. Украина стала на шаг ближе к членству в Европейском Союзе. В Люксембурге официально стартовали переговоры. В Калифорнии потерпел крушение Би-52. Причины пока что не называют. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. После более чем 3 месяцев фактической остановки судоходства в Ормузском проливе появились первые признаки восстановления движения. На кадрах из района пролива видны десятки судов, ожидающих возобновления полноценной навигации после объявления о предварительном соглашении между США и Ираном. Ормузский пролив считается одной из важнейших транспортных артерий мировой энергетики. Через него в обычных условиях проходит около 1/5 части мировых поставок нефти и значительная доля экспорта сжиженного природного газа. Закрытие маршрута из-за конфликта привело к перебоям поставок и заметному росту цен на энергоносители. Рынки отреагировали на новости практически мгновенно. Стоимость нефти марки Brent за день снизилась более чем на $4 за баррель. А американская WTI потеряла свыше 5%, опустившись до минимальных значений за последние 3 месяца. Инвесторы рассчитывают, что открытие пролива позволит вернуть на рынок миллионы баррелей нефти, которые оказались заблокированы из-за боевых действий. Впрочем, эксперты предупреждают, что восстановление судоходства не будет мгновенным. Перед полноценным открытием маршрута необходимо проверить акваторию на наличие мин и других угроз безопасности. Кроме того, владельцы судов и страховые компании пока оценивают риски возвращения в регион. Аналитики отмечают, что даже после открытия пролива на восстановление добычи, переработки и экспортной инфраструктуры в странах Персидского залива могут уйти недели или месяцы. Поэтому нынешнее снижение цен отражает прежде всего ожидания рынка, тогда как реальное возвращение прежних объемов поставок станет более длительным процессом. Президент США Дональд Трамп прибыл во Францию на саммит Большой Семерки, который проходит в курортном городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. Сначала борт Air Force One приземлился в Женеве. В аэропорту американского лидера встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. После короткого приветствия Трамп пересел на президентский вертолет Marine One и отправился к месту проведения саммита. Уже во Франции президента встречал американский посол Чарльз Кушнер. Для Трампа это не просто дипломат, а еще и сват. Отец того самого Джареда Кушнера, мужа Иванки Трамп и одного из самых влиятельных людей в окружении президента, который ведет переговоры от имени Дональда Трампа. Вместе они направились в отель Hotel Royal, где в течение 3 дней будут проходить переговоры лидеров стран G7. Саммит продлится с 15 по 17 июня. В центре внимания война России против Украины, реализация недавно достигнутого соглашения между США и Ираном, ситуация на Ближнем Востоке, мировая торговля и поиск новых источников критически важных минералов, поставки которых сегодня во многом зависят от Китая. Стоит отметить, что встреча проходит на фоне непростых отношений между союзниками. Европейские лидеры рассчитывают убедить Вашингтон сохранить координацию по ключевым международным вопросам и выработать общие подходы к самым острым мировым кризисам. К саммиту приковано особое внимание еще и потому, что в прошлые годы встречи с участием Трампа нередко сопровождались неожиданными изменениями графика и досрочными отъездами. Поэтому нынешняя программа рассчитана так, чтобы наиболее важные переговоры и двусторонние встречи были распределены на все 3 дня форума. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 15 июня, заявил, что соглашение с Ираном уже подписано, а его текст будет опубликован после официальной церемонии подписания, которая ожидается в пятницу. По его словам, Ормузский пролив к этому времени также будет полностью открыт для судоходства. Выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед началом саммита G7 во Франции, Трамп сообщил, что пока не знает, будет ли лично присутствовать на церемонии в Женеве, однако вице-президент США Джей Ди Венс обязательно примет участие. Я очень рад сообщить, что соглашение подписано. Сделка полностью оформлена. И пролив уже частично открыт. Как вы знаете, сейчас ведется поиск нескольких мин, которые уже были обнаружены. Но по сути, суда уже начинают выходить в море. К пятнице пролив будет полностью открыт. Думаю, сейчас на Ближнем Востоке произойдет много хорошего. Очень важно, что цены на нефть стремительно падают, а фондовый рынок сегодня взлетает как ракета, практически до рекордных показателей. Нефть переживает самое большое падение цен, и мы уже приближаемся к тем уровням, которые были до начала всего этого. Но главное, Иран не будет иметь ядерного оружия.
Они полностью согласились на это при наличии жестких механизмов контроля. У них не будет ядерного оружия. Именно в этом и заключалась суть всего процесса, потому что, вероятно, они бы его применили, если бы получили такую возможность. Мы проделали отличную работу, и я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения, и мы сможем ладить друг с другом. А если нет, вернемся туда, откуда начали, но, думаю, до этого не дойдет. Соглашение с Ираном, которое мы заключили, принесет миру большой успех, потому что поставки нефти там какое-то время были серьезно затруднены. Он иногда звонил мне и говорил: «Ну, давай, пожалуйста, сделаем что-нибудь с ценами на нефть». Но сейчас нефть существенно дешевеет, и я очень этим горжусь. Ну, это зависит от обстоятельств. Джей Ди Венс приедет на подписание соглашения с Ираном. Изначально именно он должен был этим заниматься. К тому моменту меня, возможно, уже не будет там. Через 1,5 дня у нас будет ужин, верно? Мы собираемся задержаться довольно надолго. Так что я могу принять участие, а могу и не принять. Я бы сказал, что хочу, чтобы этот документ был опубликован, потому что это очень мощный документ. Он совсем не похож на соглашение времен Обамы, которое было ужасным документом. Это очень серьезный и сильный документ, и я хочу, чтобы его обнародовали. Вероятно, довольно скоро, я бы сказал, уже после пятницы. Господин президент, предусматривает ли соглашение какое-либо смягчение санкций против Ирана? Когда это может вступить в силу? Нет, не предусматривает. Ну, им нужно. На самом деле все зависит от их поведения. Если они будут делать то, что должны делать, тогда это начнет вступать в силу. Не думаю, что нам понадобится большая помощь, потому что у нас есть соглашение, согласно которому пролив будет открыт и проход по нему будет бесплатным. У нас были небольшие разногласия по этому поводу, но проход будет бесплатным. Поэтому я не думаю, что нам потребуется серьезная поддержка. Хотя, наверное, неплохо было бы иметь здесь 1-2 корабля от нескольких стран. Вы были бы отличным кандидатом для этого, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Но я думаю, что пролив будет открыт, и судоходство будет свободным. Мы также хотим попытаться урегулировать ситуацию в Ливане, потому что кажется, что эта проблема никогда не заканчивается. Это своего рода уменьшенная версия того, чем мы занимались сейчас, и решить ее не должно быть сложно. Это действительно не должно быть сложно. Прокомментировал подписание сделки между Соединенными Штатами и Ираном и президент Франции Эммануэль Макрон. Я считаю, что вчера было подписано очень важное соглашение, мирная сделка с Ираном. И это действительно крайне важный документ, потому что, во-первых, он решает ядерный вопрос, а это имеет огромное значение для мира во всем мире. Кроме того, он позволит вновь открыть Ормузский пролив. Он также поможет установить мир в Ливане. Поэтому мы готовы взять на себя справедливую долю ответственности и выполнить свою часть обязательств международного сообщества по поддержке этого соглашения. Мы обсудим это вместе и с нашими коллегами позже. Это очень важный шаг как на пути к миру, так и для мировой экономики. Мы готовы направить корабли для поиска и обезвреживания мин, которые могли бы помочь в наблюдательных миссиях. В течение 48 часов мы можем развернуть фрегаты, а в течение 2-3 дней авианосец вместе с сопровождающими его фрегатами, то есть всю авианосную ударную группу. Разумеется, это будет зависеть от того, потребуется ли это и захотят ли этого Соединенные Штаты Америки, Иран и Оман, стороны соглашения и государства, расположенные по обе стороны пролива. Также Трамп похвалил сборную Франции по футболу. У нас был действительно захватывающий вечер, думаю, возможно, один из самых невероятных вечеров в истории Белого дома. Вчера вечером у нас прошло мероприятие с бойцами, и я был очень рад. Поздно ночью я позвонил вам, чтобы поздравить, потому что в тяжелом весе победил французский боец. Не знаю, может быть, это даже важнее чемпионата мира. Для некоторых людей, возможно, так и есть. Для некоторых людей точно. У вас хорошая команда на чемпионате мира. Очень хорошая команда. Но у вас также хорошие бойцы. Саммит G7 во французском Авиане официально стартует. В курортный город на берегу Женевского озера продолжают прибывать лидеры ведущих экономик мира и приглашенные гости. Среди прибывших канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджо Мелони, премьер-министр Японии Санае Такаити, а также президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси. В течение 3 дней участники саммита обсудят ситуацию вокруг Ирана после предварительных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, войну в Украине, состояние мировой экономики и вопросы поставок критически важных полезных ископаемых. Особое внимание приковано к переговорам с участием президента США Дональда Трампа. На фоне новых американских тарифных инициатив и разногласий по ряду международных вопросов союзники рассчитывают выработать общие подходы по ключевым глобальным вызовам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал соглашение между США и Ираном
направленное на прекращение войны, однако предупредил о возможных провокациях со стороны Израиля до момента его официального подписания. Мы очень довольны от имени нашего региона и всего человечества достигнутым соглашением, в подготовку которого мы также внесли свой вклад. Надеемся, что это соглашение широко откроет путь к установлению прочного мира и стабильности в нашем регионе. Я искренне поздравляю всех, кто способствовал достижению этого важного соглашения, которое после многих месяцев позволило нашему региону и всему миру, прежде всего благодаря руководству США и Ирана, вздохнуть с облегчением. Также поздравляю наших пакистанских братьев, которые должным образом выполнили свою посредническую роль, а также наших катарских и саудовских братьев, которые оказывали поддержку переговорному процессу. Мы очень хорошо понимаем, что тех, кто возлагал все свои надежды на то, чтобы в нашем регионе не смолкал звук оружия, будет беспокоить укрепление атмосферы мира. Как и много раз прежде, они сделают все возможное, чтобы создать препятствия на этом пути. Мы рассматриваем заявления, сделанные вчера и сегодня сетью устроителей массовых убийств, чьи руки запятнаны кровью невинных палестинцев и ливанцев, как признаки этого. Поэтому до того дня, когда подписи будут поставлены под соглашением, необходимо избегать любой риторики и действий, способных усилить напряженность, а также проявлять крайнюю осторожность в отношении возможных актов саботажа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие и что израильские войска останутся в буферной зоне на юге Ливана столько, сколько потребуется. На протяжении десятилетий я борюсь с попытками Ирана получить ядерное оружие. Я могу назвать это делом всей своей жизни. Я придерживался этой цели до сих пор и буду придерживаться ее в будущем. С соглашением или без него Иран не получит ядерное оружие. Ни сегодня, ни завтра. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет. Мы спасли государство Израиль от уничтожения. Но я говорю гражданам Израиля, борьба еще не окончена. Нам придется и дальше сохранять бдительность, оставаться сильными и решительными, чтобы при необходимости защищать себя. Мы создали глубокие зоны безопасности вокруг государства Израиль. Мы сделали это в Газе, в Ливане и в Сирии, где, кстати, уничтожили все вооружение армии Асада, которая была важным звеном оси зла. И я хочу ясно заявить, мы будем оставаться в этих зонах безопасности столько, сколько потребуется для защиты нашей страны. Президент Трамп и я знакомы уже много лет. Он – президент Соединенных Штатов, а я – премьер-министр Израиля. Во многих вопросах наши взгляды совпадают, но бывают и случаи, когда они не совпадают. Я отвечаю за интересы безопасности Израиля и твердо отстаиваю их. Теперь относительно Ливана. Мы создали там буферную зону, зону безопасности. Мы будем оставаться там столько, сколько потребуется. Иран хотел, чтобы мы ушли оттуда. Этого не произошло. Знаете почему? В том числе потому, что я занимал очень жесткую позицию. Я был крайне решителен в этом вопросе и считаю, что наши американские друзья уважают такую решительность и твердость. Мы остаемся там, потому что должны защищать жителей Севера. Есть и другие вещи, которые мы хотим сохранить, и мы будем действовать для сохранения нашей свободы действий. Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, объявленное на фоне регионального конфликта, может оказать заметное влияние на ситуацию в Ливане. По оценкам аналитиков, в ближайшей перспективе оно способно снизить гуманитарную нагрузку на страну благодаря возвращению части жителей в южные районы, которые покинули свои дома из-за боевых действий. Вместе с тем, эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия могут оказаться более неоднозначными. По их мнению, улучшение финансового положения Ирана способно привести к усилению влияния Хезболлы внутри Ливана. Речь идет прежде всего о возможности расширить помощь семьям, пострадавшим от конфликта, и тем самым укрепить поддержку среди населения. Аналитики также считают, что новые обстоятельства могут осложнить попытки ливанских властей добиться разоружения группировки и затруднить дальнейшие переговоры между Ливаном и Израилем по вопросам безопасности. В краткосрочной перспективе это соглашение означает, что люди смогут вернуться на юг Ливана, и они уже возвращаются прямо сейчас. Во многих районах Южного Ливана, за исключением территорий, оккупированных Израилем, все еще есть возможность принять тех, кто был вынужден покинуть свои дома. И даже люди, перемещенные из оккупированных районов, предпочитают находиться ближе к своим домам, чем оставаться в Бейруте. Поэтому в краткосрочной перспективе это ослабит давление на ливанское правительство и ливанское государство. В будущем, учитывая финансовые стимулы, предоставленные Ирану, мы, по сути, увидим более обеспеченную Хезболлу, которая сможет предоставлять финансовую помощь семьям, пострадавшим от конфликта, и тем самым укреплять свою популярность среди собственного населения. Разумеется, проблема оккупации останется, однако она будет использоваться Хезболлой,
как оправдание для заявления. Мы не будем сдавать свое оружие. Вы не смогли добиться прекращения огня на уровне государственных переговоров с Израилем, и вы также не сможете добиться вывода израильских войск в рамках этих переговоров. Единственный способ добиться результатов на переговорах — это тот же способ, которым мы добились прекращения огня. Тем временем в южных пригородах Бейрута сохраняется неопределенность относительно перспектив прекращения конфликта. Местные жители отмечают, что, несмотря на объявленные договоренности, израильские военные продолжают присутствовать на части территории Южного Ливана, а в регионе по-прежнему фиксируются инциденты, связанные с безопасностью. После объявления о соглашении между Вашингтоном и Тегераном интенсивность боевых действий на юге Ливана снизилась. Однако власти страны призывают граждан не торопиться с возвращением в районы, пострадавшие от конфликта, пока ситуация окончательно не стабилизируется. По данным международных организаций и властей, за время эскалации конфликта погибли тысячи человек, а более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш приветствовал объявление о том, что США и Иран достигли мирного соглашения, предусматривающего немедленное и постоянное прекращение огня. Об этом сообщил официальный представитель ООН Стефан Дюжарик. Он назвал соглашение важнейшим шагом на пути к мирному урегулированию конфликта и отметил вклад Пакистана, Катара, Египта, Саудовской Аравии, Турции и других государств региона в переговорный процесс. По его словам, Организация Объединенных Наций готова содействовать сторонам в достижении прочного, долговременного и всеобъемлющего мира. Прежде всего скажу, что мы находимся в таком же положении, как и вы. Мы также еще не видели текст соглашения, но рассчитываем ознакомиться с ним. Послание заключается в необходимости прекратить боевые действия, чтобы Хезболла соблюдала резолюцию Совета Безопасности, позволила правительству Ливана обладать исключительным правом на вооруженные силы и осуществлять власть на всей территории страны. Израиль, в свою очередь, должен уважать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Мы хотим увидеть прекращение боевых действий, чтобы сотни тысяч ливанцев, желающих вернуться домой, смогли сделать это и начать восстановление. И чтобы жители Израиля также могли вернуться в свои дома на севере страны. Лучший путь и лучший способ восстановления — это обеспечить устойчивый мир. Тогда экономическая активность сможет возобновиться, что, безусловно, принесет пользу этим странам. Мы знаем, какое влияние закрытие пролива оказало не только на экономики этих государств, но и на мировую экономику в целом, а также на денежные переводы миллионов трудовых мигрантов, которые помогают этим экономикам и работают в них. Лучший путь к восстановлению лежит через мир. Дональд Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и считает, что обе стороны готовы к шагам по прекращению войны в Украине. По словам Трампа, после завершения иранского вопроса Вашингтон намерен сосредоточиться на украинском урегулировании. А уже во вторник Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7, посвященной вопросам мира и безопасности. Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Владимиром Зеленским и президентом Владимиром Путиным. И, возможно, я вижу, что мы можем что-то сделать. И действительно так считаю. Думаю, что они оба открыты к этому. Так что, знаете, теперь, когда это завершено, сделка с Ираном, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы добиться результата. Каждый месяц погибают 25 тысяч человек. В основном солдаты. Этого не должно происходить. Но вчера у меня были два очень хороших разговора, и мы будем это обсуждать. Ранее разговор Трампа с Путиным прокомментировал помощник Юрий Ушаков. Вот что он сказал. Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите «Семерки». Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию, и это было отмечено. Трамп также говорил, что если завершить как можно скорее войну, то тогда, мол, откроется перспектива выстраивания по-настоящему нового качества американо-российских отношений. Со своей стороны Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя.
В Иране европейцы и Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот. И смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия. А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста, вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи, пусть приезжает в Москву. Перед вылетом на саммит G7 президент Украины Владимир Зеленский заявил: Путин отказался от переговоров. Мы предложили Путину встретиться где угодно. В любом месте, где могли бы приниматься реальные решения для окончания войны. Он этого не хочет. Мы также обсуждали с США и Францией возможность встречи с Россией на полях саммита G7 с участием всех демократических государств. Путин этого не хочет. Вчера мы обсуждали с президентом Трампом возможность организовать такую встречу в Соединенных Штатах, в формате, в котором Путину было бы гораздо сложнее отказаться. По крайней мере, отказать президенту Трампу. Посмотрим, что из этого получится. Если Россия откажется и от этой возможности, потребуется дополнительное давление. Необходимы более жесткие санкции, и Европа может сыграть в этом ведущую роль. Украина сделала еще один шаг на пути к членству в Европейском Союзе. В Люксембурге официально стартовал первый этап переговоров о вступлении страны в ЕС. Речь идет о начале работы над первым переговорным кластером, который касается базовых принципов функционирования государства. Среди ключевых направлений — судебная система, работа демократических институтов, борьба с коррупцией и сфера государственных закупок. Процесс вступления в Евросоюз предусматривает масштабную адаптацию национального законодательства к европейским нормам. Для этого страны-кандидаты проходят переговоры по десяткам направлений политики, объединенных в 6 тематических блоков. Решение начать переговоры с Украиной лидеры ЕС приняли еще в конце 2023 года. Однако фактический запуск процесса затянулся почти на 2,5 года из-за политических разногласий внутри Евросоюза. В Брюсселе рассчитывают, что в ближайшие месяцы переговорный процесс ускорится, и до конца лета могут быть открыты остальные направления переговоров. Для нас это действительно Рубикон, знаковый момент, когда переговоры о вступлении переходят к своему завершению и успешному завершению, к закрытию переговорных глав. Это особенно важно для Украины, поскольку мы, все украинское общество, считаем, что вступление в Европейский Союз — это наша мечта, это своего рода воплощение давней мечты украинского общества. И это также очень сильная гарантия безопасности, поскольку все эти годы, пока мы противостоим российской агрессии, мы опираемся на поддержку Европейского Союза и государств-членов. Ни одна страна еще никогда не достигала такого прогресса на пути к вступлению, одновременно противостоя самым жестоким российским зверствам на своей территории. Пока Украина набирает темп на поле боя, она также прокладывает путь к процветающей и безопасной Украине внутри Европейского Союза. В то же время реформы в рамках кластера 1 являются также порогом для гораздо более глубокой интеграции в структуры ЕС. Они создают доверие, которое позволит Украине интегрироваться в наш единый рынок и другие общие европейские структуры еще до получения полного членства. Следующим шагом комиссия ожидает, что Совет ЕС до лета примет решение об открытии оставшихся 5 переговорных кластеров, и тогда в июле у нас может быть великолепный вторник. На авиабазе Эдвардс в Калифорнии потерпел крушение стратегический бомбардировщик B-50D Stratofortress военно-воздушных сил США. По данным командования базы, инцидент произошел вскоре после взлета утром 15 июня. После получения сигнала на место происшествия были направлены экстренные службы. В военном ведомстве сообщили, что ситуация остается в развитии, а дополнительная информация будет опубликована после завершения первичных мероприятий на месте аварии. Причины крушения пока официально не называются. Также не уточняется информация о состоянии экипажа и возможных пострадавших. B-52 Stratofortress является одним из основных дальних стратегических бомбардировщиков ВВС США и остается на вооружении американской армии уже более 7 десятилетий. Военно-морские силы США продемонстрировали возможности своих морских беспилотников во время учений с союзниками по НАТО в Балтийском море. Беспилотный надводный аппарат GARC Global Autonomous Reconnaissance Craft имеет длину около 5 метров
и предназначен для разведки портов, береговой линии и морских судов. Во время учений американские беспилотники, которыми управляли с кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании, позволили союзникам по НАТО отработать обнаружение и сопровождение морских дронов. Сегодня вы увидите беспилотные надводные аппараты GARC – Global Autonomous Reconnaissance Craft, которые действуют совместно с Королевским военно-морским флотом Великобритании на наших судах поддержки. Сегодня вы увидите результаты того, что мы отрабатывали во время учений Балтопс вместе с нашими 15 союзниками и партнерами. Мы дали им возможность вблизи увидеть беспилотные надводные аппараты. Поскольку это новая технология, далеко не каждая страна имеет возможность регулярно тренироваться и работать с такими системами. Поэтому для нас это была возможность подойти близко к кораблям НАТО и увидеть, как они выглядят с нашей точки зрения, а также дать им возможность отработать обнаружение беспилотных надводных аппаратов и свои внутренние процедуры реагирования на случай, если они заметят такой аппарат во время выполнения задач. Морские беспилотники могут выполнять самые разные задачи. Их используют для наблюдения, отслеживания действий противника и поиска морских мин. Существуют также модели, предназначенные для выполнения ударных и других боевых миссий. Эти учения проходят вскоре после операции по спасению 2 членов экипажа армии США. После того, как их вертолет «Апачо» был сбит в районе Ормузского пролива во время американо-иранского конфликта, в спасательной операции был задействован морской беспилотник ВМС США. Германия впервые за долгое время настолько открыто говорит о возможном военном столкновении с Россией. Командующий военно-воздушными силами Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойман в интервью британской газете The Telegraph заявил, что Люфтваффе готовы вступить в бой хоть сегодня, если Россия нападет на одну из стран НАТО. По словам Ноймана, если поступит сигнал о возникновении соответствующей ситуации, немецкие военные должны быть готовы действовать немедленно. И, как подчеркнул генерал, такая готовность уже существует. В том же интервью The Telegraph глава ВВС Германии назвал районы, которые могут стать целями в случае прямого военного конфликта между НАТО и Россией. Среди них Калининградская область, Кольский полуостров, район Санкт-Петербурга, а также акватория Черного моря, где базируется российский флот. Заявления прозвучали на фоне масштабного перевооружения Германии. Берлин увеличивает расходы на оборону, наращивает запасы зенитных комплексов Patriot, Iris-T и Arrow-3, а также усиливает систему противовоздушной и противоракетной обороны. Интервью Хольгера Ноймана было опубликовано британской газетой The Telegraph 15 июня и стало одним из самых жестких публичных предупреждений в адрес Москвы со стороны высокопоставленного немецкого военного руководства за последние годы.